Предисловие. Как много слов может быть в предисловии? Разоблачение программ визуализации, мировой заговор дизайнеров и прочая шляпа. Но речь не об этом, а о том, что программа 3D-визуализации Lumen с каждой новой версией требует все больше ресурсов, а потому пользователи, то есть проектировщики-визуализаторы, вынуждены во что бы то ни стало совершенствовать свои компьютеры. К моему сожалению или к счастью производителей комплектующих, тема затронула и мой ПК. И если с пятой версии Lumen видеокарта, да-да, речь именно о ней, справлялась на ура, выдавая стабильные 40-50 FPS в средних проектах и 20-25 больших, то в 8 версии пустой полигон выдает те же 20-25 FPS, то и ниже. И это на низких настройках. И если визуализировать коттедж еще представляется возможным, то рендеринг района или города, да еще и с высокими настройками... И нет, это не негативный обзор на Lumen. Причина покупки. Ну, рендеришь себе трехминутный ролик 6 часов. Ну и пусть. А у тебя защита через 7. Как-то так получается. Выбор был сужен. Требовалась актуальная, мощная, но притом бюджетная видеокарта. И нет, выбор не пал на 1050 Ti, а на гигабайт NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 гигабайт G1 Gaming. И, по-моему, коробка маловато здесь. Ага. Коробка огромна. Что ж, достанем видеокарту. Внутри коробка. Внутри коробка, еще коробка. Ну, ладно. Она отстыкуется. И здесь мы увидим... руководство по эксплуатации и диск с драйверами. Уберем и отложим это. И перейдем к самому главному, впрочем. Это видеокарта. Ну, как вы видите, я уже сорвал этикетку, потому что мне не терпелось посмотреть ее, подержать в руках. И что из себя представляет видеокарта? 6 гигабайт видеопамяти типа GDDR5, турбочастота видеочипа 1847 МГц, а видеопамяти 8008 МГц. Видеокарта с двумя вентиляторами для лучшего охлаждения. Здесь мы можем увидеть один вывод DVI-D, 3 вывода DisplayPort и один HDMI. Сзади у видеокарты защитная плата металлическая. Выглядит причем она стильно, с логотипом Gigabyte. У 750 тоже, кстати, производство Gigabyte, данной защиты нету. Почему именно Gigabyte? Хороший отзыв в интернете, самая низкая цена, за которую удалось купить, но это не точно. И главное, опыт использования продукции Gigabyte. 4 года назад вышел Lumen 5.0, для справки. Что ж, видеокарта как видеокарта. Подключаем ее. Забыл, я выбрал кабель-переходник с VGA на DisplayPort. И вот теперь приступим к установке видеокарты. Установили драйвера и перейдем к самому интересному. FPS. В Lumen. Обзор-то о Lumen. И совсем чуть-чуть о видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1066 ГБ G1 Gaming. Первое сравнение попадает старый добрый 5-й Lumen. Настройки выставлялись максимально высокие. И здесь уже заметен прирост FPS. Заготовки. Далее сравним 6-ю версию. Здесь также выставляются высокие настройки. И 6-я версия, на мой взгляд, считается пока что самой устойчивая и достаточно актуальная для использования. 6.5 версия не в счет.
Проверка не только в редакторе, но и в рендере. Точнее, экспорт видео. Наконец, 8-й люмен. Новинка из новинок. Шучу. У Twinmotion появилась вторая версия. Здесь также от редактора. До экспорта. Заметен реальный прирост FPS в редакторе. Значительно сократилось время рендеринга роликов. Учитывая, что с видеокартой был куплен более мощный процессор, речь о котором пойдет во второй части, но при этом используется та же материнка, да и память DDR3, могу только предположить, что при обновлении всех комплектующих видеокарта GTX 1060 покажет себя с еще лучшей стороны. На этом же обзор подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставить вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!